что означает появление чертова колеса, колеса обозрения в сновидении, и как это связано с универсальными символическими категориями. Сон, где присутствует колесо обозрения. Сон снится мужчине примерно 35 лет. Во сне я попадаю в какое-то заброшенное место. Я опустошен, и мне одиноко. Это место кажется мне безлюдным и покинутым. Я вижу ржавые металлические конструкции, карусели. Я попал в заброшенный парк аттракционов. Я захожу в какое-то помещение. Там я замечаю чье-то присутствие. Внутри находятся бездомные дети. Они смотрят на меня безмолвно. Во сне я плачу, испытывая жалость к этим детям. Я больше не хочу находиться в этом унылом месте. Когда я оказываюсь снаружи, я вижу большое колесо обозрения. Половина этого чертова колеса находится над поверхностью земли. Другая половина скрыта от моих глаз и как будто находится под землей. Колесо выглядит зловеще. Мне кажется, что оно медленно движется. Внезапно меня окутывает густой красный туман. В этом тумане я вижу фигуру, которая держит зеркало. В этом зеркале появляется морда собаки. Она смотрит на меня и начинает говорить человеческим языком. «Здесь должен был быть, — говорит ему собака, — магазин вина. Но его так и не построили, поэтому, чтобы люди не расстраивались, построили это колесо обозрения». Колесо сансары имеет много значений, но одно из них – это попадание души в зацикленность мира, из которого невозможно выйти. Психологически мы можем говорить о тех программах, которые держат человека замкнутым в каком-то колесе или на какой-то карусели и не дают ему развиваться. Попадание в повторяющиеся сценарии, повторяющиеся истории – это частая причина, почему человек обращается за психологической помощью. Зацикленность и невозможность выпасть из какого-то порочного круга. Попадание в круг дьявола или Бога – это образ судьбы. Неважно, чем представлен этот круг в реальной жизни? Зависимостью, созависимыми отношениями, невозможность поменять свою жизнь, невозможность найти новую работу, выбраться из долгов и так далее. Образ детей, брошенных, это потенциал, это возможность, которые не были реализованы. Что олицетворяет колесо фортуны? Человеческое сознание начинает подниматься вверх, нам становится понятна наша жизнь, как выглядит наше окружение, как мы выглядим в их глазах. Потом мы поднимаемся на верхнюю апексную точку, которая имеет свой возрастной эквивалент. И далее идет постепенное снижение к земле. Обратите внимание, что колесо обозрения в этом сне наполовину над поверхностью, а другая половина находится фактически под землей. Душа как бы проявляется во внешней реальности, а потом снова уходит в бессознательное. Это также и цикл Солнца.
древности люди считали, что после заката солнце попадает в мир мертвых или потусторонний мир и вновь появляется с рассветом, образуя цикл. Когда мы видим во сне настоящий действующий аттракцион, это больше про жизнь, про реальность. Но когда во сне появляется заброшенный аттракцион, заброшенный парк развлечений, это означает переживание очень сильной депрессии, того, что когда-то кипело жизнью, когда-то кипело весельем, возможностью, азартом, энергией, но сейчас опустело, заброшено. Собака – это проводник в бессознательное. Собака – это представитель потустороннего мира. Это также может быть образ животной души, той части души сновидца, которая связана с потусторонним, с бессознательным. Здесь должен быть магазин вина, но вместо этого построено колесо обозрения. Вино – это сфера власти бога Диониса. Дионисийские энергии могли бы восприниматься многим как разрушительные. Они разрушительные только в том случае, если человек попадает в них насовсем, не выходя из них. Дионис, который приводит к зависимостям, конечно же, разрушает. Когда мы рассматриваем материал сновидений, мы должны понимать гротескный и утрированный характер этих образов. Способность воспринимать и понимать эти символические образы открывает нам путь в глубины бессознательного и приносит осмысленность в наше скоротечное существование.